Здорово, народ! Сегодня я бы хотел показать очень удобный аддон для голдфармеров. С этим аддоном не нужны никакие таблички. В большинстве своем я пользуюсь крафтсимом, как показывал вот в этом ролике. То есть крафтсим, все, что крафтится с мультикрафтом, нам отображает свою прибыль. Но у меня здесь на находчивость. Но у крафтсима есть минус. Он не показывает прибыль в ситуации с измельчением, просеиванием, измельчением трав и тому подобных. Для этого я использую вот такой аддон. Называется Gold Advisor Midnight. Здесь, в принципе, можно посмотреть большинство профессий, но я использую этот аддон только для ювы, начертания, наложения чар для раскола и тому подобных ситуаций, где крафтсим не показывает прибыль. Что я имею в виду? То есть на примере просеивания у меня здесь ветка на просейку, шмотки на находчивость. Если я ставлю сюда теневую руду, он мне показывает отрицательную прибыль. То есть даже нельзя просимить, как в ситуации с крафтом. То есть режима симуляции здесь нету. Но в этом аддоне можно написать примерное количество, которое мы хотим купить, и он отобразит нам нужный процент. То есть мы на примере выбираем ювелирное дело, 2000, он будет сканировать аукцион на 2000 позиций. Мы нажимаем сканировать, нам нужно открыть аукцион. То есть открываем аукцион. Нажимаем сканировать и ждем, пока он все просканирует. Все, он закончил сканировать. Мы можем выбрать Т1 реагенты и Т2. На примере Т2 мы смотрим, что серебряную руду мы можем просеивать в 14% плюс. На примере Т1 можно просеивать теневую руду на плюс 11%. Также здесь можно написать свои характеристики. То есть если мы открываем свою профессию, вставляем сюда рег и смотрим, какие у нас характеристики. То есть находчивости у нас 38%. Мы прописываем сюда 38%, и от этого он начинает нам рассчитывать. Нажимаем теневая руда, вписываем нужное нам количество. Например, мы хотим купить 1500. Нажимаем ОК, он подсчитывает, сколько мы потратим и нашу прибыль. С этой закупки после просейки мы уйдем в плюс, например, на 24 000. Это не точные цифры, все зависит от проков находчивости и выпадения камней, но плюс-минус на это можно ориентироваться. Все, мы написали 1500, нажимаем шопинг, открываем аукцион, покупка, для этого потребуется аддон аукционатор. Нажимаем гам шопинг лист, и он нам уже собрал нужное количество. Мы нажимаем, покупаем. То есть 241 000. Здесь он нам также посчитал 242. Даже немножко дешевле, чем он отобразил. Это скорее всего, потому что добавили еще руды по самой низкой цене, поэтому выходит еще дешевле. То же самое мы смотрим на примере Т2. Мы выбираем Т2 маты, также смотрим, что серебряную руду можно на плюс 14, также 800 штук, нажимаем шопинг, он нам обновляет, мы заходим в покупка, гам шопинг лист, нажимаем сюда и покупаем. Перед каждой покупкой желательно нажимать сканирование, чтобы он сканировал актуальные цены. То есть он сейчас просканировал вот так, но если нажмем сюда, он обновит актуальные цены. На это ориентируйтесь, потому что Юва на данный момент перехайплена, ее очень быстро откупают. То есть здесь он писал, что средняя цена по 157 на 2000 предметов. Сейчас средняя цена 162. Поэтому, вероятнее всего, это откупили. Также можно посмотреть на примере инскрипции. Мы нажимаем Inscription, также нажимаем сканировать. Нам подбирает цены. Мы вносим сюда свои характеристики. На примере измельчения монолилия выходит 8%. На Т1 у нас самое профитное измельчать серебревицу 32%. Но перед этим нужно обязательно просканировать и записать вот сюда свои характеристики. То есть рез процент это находчивость. В случае, если крафтите что-то, где есть мультикрафт, то рез это находчивость, мульти это мультикрафт. Мы открываем, допустим, свою профессию, ищем многоцветные чернила. Не смотрите, что здесь на английском, вот здесь все дублируется на русском. То есть вот это исходные предметы, которые нам нужно купить для крафта, а это итоговый предмет, который мы будем крафтить. То есть здесь видно, что это многоцветные чернила. Мы нажимаем на многоцветные чернила, смотрим свои характеристики, 26 перепроизводства и 17 находчивости. И сюда вписываем. Просто это для синих стандартно указано. Если у вас уже фиолетовый инструмент и, возможно, уже все шмотки фиолетовые, то вы вписываете свои характеристики для этого. И смотрите примерную прибыль. Где используется мультикрафт, я предпочитаю пользоваться крафтсимом, потому что крафтсим в этом более надежен, потому что он симулирует ситуацию. Теперь поговорим, как его установить. На данный момент этого аддона нету в CurseForge, поэтому его придется устанавливать руками. Ссылку на GitHub я оставлю. Мы переходим по этой ссылке. Вот здесь справа есть вкладка Releases, то есть это будет последний релиз. Мы нажимаем на эту версию, нам открывается страница. Мы нажимаем скачать zip архив, мы переходим в корневую папку Warcraft, Retail, Interface Addons. И просто с этого архива переносим папку вот сюда. После того, как оно все скопировалось, то есть у меня он уже установлен, но я заменяю, оно все установилось, мы открываем WoW и прописываем в чат /reload. У нас перезагружается интерфейс, и
и аддон начинает работать. Вот здесь на миникарте он выглядит вот так. На этом все. Пользуйтесь. Никакие таблички теперь больше не нужны, тем более платные. Всем удачи!